последние остановки в Казани. И сейчас будем выезжать тогда в сторону трассы. Точнее, выходить в сторону трассы. Осталось километра полтора. Будем искать какую-нибудь заправку или что-нибудь вроде того. Ну, так скажем, удобное место, чтобы остановить машину. Когда плохо позавтракал, тогда даже забор напоминает плитку шоколада. Ого, вот так находка. Я боюсь эту штуку в руки брать. Если кто знает, что это такое, сообщите. Надеюсь, это не пожелание дня. Вот я добрался до заправки, которая в сторону Уфы, точнее на выезде из Казани в сторону Уфы. Наверное, стоит рассказать какую-то предысторию, как я вообще получил свой телефон обратно. В общем, девушка решила надо мной подшутить, и она просто убежала. Так как у меня было 2 сумки, то я был не в состоянии за ней бежать, поэтому я стоял, ждал. Она меня ждала в подворотне. И в итоге мы, короче, разминулись. И после этого мне пришлось с ней созваниваться, звонить по WhatsApp, потому что у меня нет телефона. Имею в виду номера телефона, сим-карты. Поэтому пришлось с ней созваниваться, и на удачу мне мы все-таки познакомились, так скажем. И девушка решила подписаться на такую авантюру, как поехать со мной вместе в путешествие. Большое. Пока. Спасибо, Ильдус, Давай. что подвезли нас. Всего Удачи хорошего. всем. До свидания. Пока-пока. Довез нас Ильдус до заправочки, и тут на заправке стоит старая BMW, очень классно. Был очень рад выехать из Казани, потому что постояли на заправке, мне кажется, часа 4 где-то. Это было действительно довольно сложно. Это, наверное, самое долгое пребывание до первой машины за день. Поэтому проехали тоже довольно мало, километров, наверное, 30-40. И отсюда будем пытаться стопить уже грузовую или легковую. Ну, посмотрим, и то, и то. И это еще мы не добрались даже до набережных Челнов. То есть ехать еще целый день. На 4-й попытке добрались до небольшого города Елабуга. И единственный вариант там добраться до набережных Челнов — это Блаблакар. Поэтому нам пришлось договориться насчет цены, потому что бюджет совсем урезан. Но и места здесь вообще нет. Просто еле-еле поместились с сумками. Ну и тоже начинает уже теплеть, чтобы не остаться вообще непонятно где. Мы решили доехать все-таки до более-менее большого города набережных Челнов. Нам ужасно повезло с водителем из набережных Челнов, потому что он нас довез до Уфы. И сейчас нам нужно идти вдоль трассы. Не знаю, сколько километров, но в итоге нас подберет наш хост из Уфы. И обещали нас накормить, напоить и уложить спать. Так что вместо того, чтобы остаться непонятно где, непонятно как, непонятно при каких условиях, мы доехали до Уфы. Нас подвезут, нас накормят. В общем, все как надо. Но, честно, на такое рассчитывать вообще никогда не приходится. Такое бывает довольно редко. Но, честно скажу, я просто нереально рад этому. Это прям вообще очень круто. Нам выделили отдельную комнату. Ну как комнату, на самом деле это кухня. Зато здесь есть двухспальный диван и место на полу. Вполне достаточно, чтобы переночевать целую ночь. Вот наш диван, и открывается вот такой вид с балкона. Попрощались утром с нашим хостом Эльмирой. Спасибо ей огромное за прием, за теплый. Было очень интересно пообщаться. И сейчас отправляемся на остановку и поедем к трассе, будем стопить. Что уже едем в пути. А вы сейчас, получается, прям с Испании или... Ну да, вот с Испании прям в Москву, в Москве выгрузили, загрузились. Передаем. Нет, конечно, нет.
проехали в районе 200 километров от Уфы в сторону Челябинска с водителем Лешей. И сейчас будем кушать. Перерывчик у нас небольшой, обеденный. Я здесь звук особо не записываю, потому что здесь плохое качество, поэтому я только картинку. Потом что-нибудь наложу. Кабина грузовика, она реально как дом. Просто огромное количество органайзеров, всяких полочек, света, всего чего. То есть в такой кабине реально можно провести не одну неделю. Даже подсветка. Да, подсветка есть везде. Даже вон вот эти вот лампочки точечные, светильники очень удобные. Да. Включаешь точечный. Ночью очень удобно. Налево, если вы сможете отсюда посмотреть налево. Да, там. Ну, вот вылез сюда, видишь, да, отсюда? Да, обалдеть. Река какая-то. Красотища. Вот мы въезжаем в Челябинск. Осталось буквально пару километров. И когда будем искать кого-нибудь с каучсерфинга, кто запустит на сегодня. Ну, уже просто вечер, уже, наверное, часов 6 вечера. Вот он, Челябинск, добрались до города. Сейчас отправляемся к нашему хосту. Лифт не включается. Нам просто скинули адрес и говорят: ребята, мы вас ждем, приходите. А на следующее утро, когда взглянул в окно, я увидел такой вот вид. Доброе утро, Челябинск. Мы остановились у хоста. Нас приютили на ночь, нам выделили отдельную комнату. И что я хочу заметить, что путешествие вдвоем — один из самых больших бонусов. Это то, что можно сделать вот так вот. Не надо держать камеру. Потом наложим звук. Наложим? Да. Ага. В общем, мы решили остаться еще на один день в Челябинске, и мы отправляемся к нашему новому хосту, у которого мы останемся сегодня на ночь. И надеемся погулять по городу и посмотреть что-нибудь интересное. Это своего рода мини-обзор кухни Максима. Просто хочу, чтобы вы насладились антуражем, вообще в целом обстановки, которая нас окружает на данный момент. Как вы вообще, когда-то в детстве играл в оркестре на нем. Из Питера я поехал в Москву, изочнее все-таки, но мы где-то там в районе центра. Я была в находишься совершенно на другом континенте, далеко от своего родного дома, и необычно это осознавать. Классная история, как раз вот связана в этом. А где ты находишь такие программы? В Гватемале две русские девчонки, Обалдеть. потому что она сама из Уфы, и она здесь ездила, ну или меняюсь, или выпрашиваю, или там где-нибудь в Азии, я думаю. Я рассказываю. Да, ты должен рассказывать. Это наш городской проект в Челябинске. Очень много будок различных разрисовано нашими местными художниками и разными картинками. Ну, просто для того, чтобы как-то порадовать жителей города и гостей. Ты радуешься? Ну, я радуюсь, да. Иногда очень приятно встретить какие-то такие картинки, особенно если там нарисованы еноты, это прям вообще круто. А, енот — это твоя тема. Енот — это моя тема, да. Если нет возможности покататься на американских горках, то можно воспользоваться маршруткой типа той, на которой мы сейчас передвигаемся. Все? Да? Там, наверное, да. А у нас не особо. Все, Максим, я тебя слушаю. Это здание драмтеатра, и про него есть одна интересная история, не знаю, насколько это правда, но, в общем, когда его проектировали, приехала какая-то шишка, и его, значит, спросили: ну что, где мы точно будем строить театр-то? И он сказал: вот здесь, и нарисовал на карте овалом, как я обвел вот это место.
И в итоге драмтеатр построили овальным, потому что они посчитали, что он прямо хотел, вот, чтобы он был овальным. Ну, то есть не просто он черкнул вот так вот, овалом обозначил точку, а как бы задал саму форму театра. И поэтому вот его сделали овальным. Буквально пару дней назад, когда был в Казани, мы на Баумана могли наблюдать точно такого же верблюда. И теперь он тут. Кстати, верблюд — это символ Челябинска. И потому что он находился, Челябинск находился на шелковом пути. На одном из отрезков, точнее. Да, слушаю вас. Раньше Челябинск назывался Танкоградом, и вот здесь можно видеть, что... Ну, в общем, вот она история Челябинска. Танки, металл, трактора, Челябинский тракторный завод, ну и всякая другая Гимнастические кольца. Ну да, что-то такое. Нашли еще шильдик с обратной стороны статуи. 2015 год. Милану. Сейчас подойдем поближе, посмотрим на детализацию входа, потому что со стороны выглядит очень красиво. Внимание, Так, внимание, это прямое срочный включение репортаж. Сейчас мы посмотрим, что за Челябинска. Обратите внимание, пожалуйста. Или не обращайся. Да нет, просто снимаю, думаю, со стороны это как. Нужен другой телефон. Максим, такое ощущение, что ты с нами начал рассматривать детально. Я никогда не смотрел на них. Но их покалечили тут уже так нормально. А искусства в Челябинске действительно очень много, что не может меня не радовать. Если честно, я даже не знал, что его так много, и оно настолько красивое, разнообразное. Вот только посмотрите на этот стрит-арт. Я думаю, что такой стрит-арт реально сможет украсить всю улицу любого города. А тем временем продолжаем прогулку по центральной площади Челябинска. Песик. Привет. Привет. Привет, дружок. А дальше Макс нам показал заброшку практически в центре Челябинска. Да. Вот это красота. Мистический внешний вид сразу привлек наше внимание. Оказывается, это заброшенный элеватор Государственного банка. Если вкратце, то это сооружение для зерна. Но больше мне понравилась другая часть рассказа про привидение, обитающее на заброшке, а хранящий клад, спрятанный в застенках элеватора. К сожалению, познакомиться лично не получилось, потому что все подступы были замурованы. Интересная легенда для любителей заброшек. Короче, такая красота осталась непокоренной для нас. Собираемся уже ложиться и перед сном решили сделать табличку и немножко заигрались. Курган, последний город в России, граница Казахстана и Астана. Ну, на самом деле есть еще Петропавловск, но его не знаю, может быть сюда напишем, может быть нет. Сейчас посмотрим. Хоть и остались у хоста, но все равно придется спать на полу. Не могу сказать, что это плохо, на самом деле привыкаешь к такому. Соня, ты идешь спать? Вот, так что на полу нормально. Мы все-таки решили доделать нашу табличку Петропавловск, Астана, КЗ и Курган для казахов. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Такие вот в Челябинске трамваи. И вчера посмотрел статистику, что 97% трамваев выработали свой срок. И в районе 90% автобусов тоже. Так что, к сожалению, транспорт давненько уже не обновлялся. Регина, ваш комментарий по поводу общественного транспорта в Челябинске. Что вы можете сказать по этому поводу? Грустно, очень грустно. Вот в советское время жили хорошо, а сейчас бардак. Регина, извините, пожалуйста, какого года вы выпуска? 95-го. Когда развалился Советский Союз? 91-го. Спустя сколько лет развалился Союз после вашего рождения? Я на этой планете живу уже 9000 лет. Сколько Советских Союзов вы помните на своей памяти?
были, где были, чем занимались, да? Да. Сейчас я вытащу. Которые там есть. Вот китайцы бы куда-нибудь употребили ее вот куда-то, а русские сжигают. Представляете, как, да? Обалдеть. Да. Нашли машину до Кургана. Сейчас вот отправляемся с этими всеми выставкой. В общем, с картонками, с вещами. Все, загружаемся. Кстати, батюшка дал нам несколько пакетов с чаем, печеньями и разными вкусняшками. Представляете, нас подобрала машина Почта России. На самом деле, не надо шуток про Почту России, мы добрались очень хорошо и вовремя. А добрались мы до Кургана, это последний город перед границей с Казахстаном. И наш водитель специально притормозил, чтобы мы смогли лучше рассмотреть то, что находится за забором. А за забором находится, как пошутил наш водитель, градообразующая тюрьма. На самом деле их даже две на одной территории. Попрощались с Юрой. Сейчас идем на автобус, на котором попробуем добраться поближе к трассе. Может, все-таки попробуем написать какому-нибудь водителю на Блаблакар? Ведь Юра очень настоятельно советовал взять машину до границы с Казахстаном или сразу до Петропавловска. А то сейчас повторится история с Владимиром и будем ждать сутки на трассе. Опа! Каким-то чудом водитель с Блаблакар все-таки увидел наше сообщение о помощи. Хоть он даже и выехал из города. Но говорит, что сейчас вернется и подберет нас. Ну вот, мы уже и в машине. Можете, есть вот приложение, InDriver называется. Знаете, нет? Нет. Если честно, то немножко смущает, конечно, что погода начинает так сильно портиться. Надеюсь, все-таки она не будет намного хуже в Казахстане. Все-таки, как-никак, Казахстан намного холоднее, чем Курган. В Астане. Не, в Астане есть? Что, погода, тепло вообще, нет? А в Астане, да, ну тепло, ну да? минус 20, ну нормально. здесь вон, Ну, блядь, в принципе, город. обычная температура для зимы. Сейчас ласку пошел. Да, и пофиг. У нас ничего нет. Казахи. Да, без проблем. Последние метры перед границей с Казахстаном. Не знаю, почему я так радуюсь.